Вечером 28 октября Израиль возобновил авиаудары по сектору Газа, нанеся серию атак по нескольким районам. Под удар, по данным телеканала Аль-Джазира, попали окрестности больницы Аш-Шифа, лагерь Нусейрат и западная часть Газы. Гражданская оборона Палестины подтвердила как минимум 3 серии взрывов в густонаселенных районах, где находились гражданские объекты и медицинские учреждения. Эти атаки стали наиболее масштабными с момента заключения последнего соглашения о прекращении огня. Израильская армия заявила, что удары были ответом на действия Хамас, который, по словам израильской стороны, обстрелял позиции Цахала в районе Рафиаха, используя противотанковые ракеты и снайперское оружие. В результате перестрелки погиб израильский резервист из поселения Зайт-Раанан, округ Биньямин. Это уже второй подобный инцидент за последние 10 дней, что создает впечатление о постепенном разрушении режима перемирия. Израильские СМИ утверждают, что Хамас систематически нарушает соглашение, открывая огонь по израильским силам и предпринимая попытки проникновения к складам с боеприпасами и штабам, находящимся под контролем Израиля. Дополнительно подчеркивается, что группировка продолжает удерживать тела израильских заложников и намеренно затягивает их передачу. В ответ на это израильское командование вновь отдало приказ о нанесении авиаударов по территории сектора. Однако пресс-служба Хамас официально отвергла обвинения, заявив, что организация не имеет отношения к перестрелке в Рафиахе и продолжает придерживаться всех условий перемирия. В заявлении Хамас подчеркнул, что именно израильская сторона нарушает достигнутые договоренности, пытаясь сорвать мирные усилия. Представители движения призвали международных посредников, включая Египет и Катар, немедленно вмешаться и оказать давление на Израиль для восстановления режима прекращения огня. Тем временем, турецкие государственные СМИ, включая телеканал ТРТ, сообщили еще до начала атак, что Израиль готовится сорвать перемирие. В сообщении ТРТ использовались крайне жесткие формулировки, где израильские действия описывались как преднамеренные и направленные на обострение конфликта. В Анкаре эти события вызвали резонанс. МИД Турции выступил с заявлением, осудив удары Израиля как явное нарушение соглашений и выразив глубокую обеспокоенность гибелью мирных жителей. Турецкая сторона вновь подчеркнула необходимость полного соблюдения режима прекращения огня, отметив, что только это способно сохранить надежду на устойчивый мир. Партия справедливости и развития, правящая в Турции, также выступила с обвинением, заявив, что Израиль проводит политику геноцида в отношении палестинского народа и всех, кто стремится к международному праву. На фоне обострения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел закрытое совещание с командованием армии и представителями разведки. Согласно данным Axios, обсуждался пакет возможных мер против Хамас, включая частичное возобновление наземных операций и расширение зоны контроля на западе Газы. Итоги совещания пока остаются неясными, окончательное решение неизвестно. В целом, по данным израильских и других ближневосточных источников, между сторонами продолжаются переговоры о возможном возобновлении военных действий в секторе Газа. Источники утверждают, что Нетаньяху ведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, добиваясь одобрения новой военной операции в Газе. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Хамас заплатит высокую цену за нападение на израильских солдат и отказ передать тела погибших. По его словам, группировка пересекла толстую красную линию, и израильская армия готовится к ответу. Внутри страны усиливается давление на правительство. Часть израильского общества требует более решительных действий. Другая настаивает на сохранении режима перемирия из-за угрозы гуманитарной катастрофы. Параллельно обостряется дипломатическая обстановка в регионе. Израильский премьер в своем выступлении отметил, что Турция и Катар проявляют враждебность к Израилю, заявив, что эти государства должны определиться, с кем они – с Израилем или против него. Нетаньяху подчеркнул, что его правительство не может рисковать своими интересами и обязано ясно понимать, кто является союзником, а кто – источником угрозы. В то же время премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил о готовности направить миротворческий контингент в Газу при поддержке ООН,
отметив, что этот вопрос обсуждался с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Обе страны выразили готовность действовать совместно и координировать усилия в рамках АСЕАН. Однако, как пишет издание Israel Hayom, большинство стран, включая Азербайджан, Индонезию, Иорданию, Марокко и Катар, отказались участвовать в любых международных силах стабилизации, пока Хамас сохраняет вооруженные подразделения. Израильские источники признают, что ни одно государство не готово взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в Газе и реализацию плана по разоружению группировки. Более того, дипломатический скандал, вызванный словами министра финансов Израиля Смотрича о Саудовской Аравии, еще больше осложнил переговоры, приведя к охлаждению контактов с Эр-Риядом. На северной границе Израиля также сохраняется напряженность. Спецпредставитель США по Сирии и посол в Турции Том Барак заявил, что намерен передать ливанскому правительству последнее предупреждение. Либо Бейрут вступает в прямые переговоры с Израилем под эгидой США и соглашается на поэтапное разоружение Хезболлы, либо остается без поддержки Запада. По словам Барака, Вашингтон поставляет вооружение ливанской армии не для конфронтации с Израилем, а для противостояния внутренней угрозе. Президент Ливана Жозеф Аун ответил, что силовое разоружение Хезболлы невозможно и приведет к непредсказуемым последствиям для всей страны. Франция также оказалась втянута в конфликт. По информации Le Figaro, командование французского контингента ООН получило приказ сбить израильский беспилотник, нарушивший воздушное пространство над югом Ливана. Ответа со стороны Цахала пока не последовало. Между тем, по данным региональных источников, Хезболла активно восстанавливает свои позиции на границе, перебрасывая ракеты ближнего радиуса действия и усиливая оборонительные сооружения. На фоне обострения конфликта вновь проявляются противоречия между мировыми державами. По сообщениям иранских СМИ, в ходе фазы войны с Ираном премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Владимиру Путину с просьбой вывести российских специалистов с иранской атомной станции в Бушере, чтобы Израиль мог нанести удар по объекту. Путин отказался, фактически защитив станцию присутствием российских инженеров. По мнению иранских аналитиков, этот эпизод стал напоминанием пусть и незначительных, но все же существующих противоречий между Москвой и Иерусалимом, особенно в контексте иранского направления. Тем временем Великобритания заключила с Турцией крупное соглашение на поставку 20 истребителей Eurofighter Typhoon общей стоимостью 5,4 миллиарда фунтов стерлингов. По данным компании BAE Systems, контракт обеспечит более 20 тысяч рабочих мест и укрепит промышленную базу британского оборонного сектора. Сделка также усиливает роль Турции как ключевого игрока НАТО на фоне ее растущей критики израильской политики. Таким образом, события последних дней демонстрируют стремительное ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Перемирие между Израилем и Хамас оказалось крайне хрупким. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях, а международное сообщество вновь разделилось на лагеря. Израиль пытается укрепить свои позиции и согласовать действия с США, тогда как исламские государства усиливают дипломатическое давление, обвиняя Иерусалим в агрессии. Глобальные игроки стремятся сохранить влияние в регионе, действуя каждая по своим интересам. Все это указывает на то, что ближневосточная карта вновь приближается к опасной черте, где баланс между войной и миром становится все менее устойчивым. Реакция президента США Дональда Трампа на происходящее может стать ключевым фактором ближайших дней. Именно от того, какую позицию займет Вашингтон, зависит, сохранится ли видимость перемирия или регион вновь погрузится в масштабную фазу военного противостояния. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.